Вашему вниманию захваток на номер 3. Мы будем смотреть видос вот этого. Я выкопал целую планету в Starbound. Субтитры русский, созданы автоматически. Ну, hello, bro. Where are my English subtitles? I am from England, you know. I don't understand Russian. Where English, United Kingdom, or even United States subtitles? Please clip this and send this to this streamer because I can't understand what he's talking about. Please, clip, clap. Who is this? Let's go. Я буду А еще я буду выкапывать душить люто планету. его. Итак, я начал А обдумывать потом он кинет мне авторские права и снесет мой канал W. план. Что первое приходит на ум, когда речь идет о копании планеты? Лопата. В Старбаунде, к сожалению, нет, но есть Лопата, манипулятор ребят. материи, который нам дают в самом начале игры. Это то, что нам нужно для того, Смотрите, чтобы какой он копать здесь планету. еще Это основной инструмент, которым заряженный. мы будем пользоваться чаще всего. Реально? Нужно для... Вот, он еще не знает, что... Меня, а не ня. Где? Он еще не знает, что его ждет здесь. Он не знает. А куда мне вот так... Он... Где у него вебка? Я забыл. Короче, я буду тут справа теперь сидеть. модулями. Это и будет наша первая Монтаж, глобальная который задача, мы ждали но 2 сперва года. нам нужно закрыть более базовую потребность. И это еда. Ребят, пока я там выращиваю кропсы, я хотел бы вас... Чел успел побывать за эти 2 года в Корее. Параллельно сгонять в парк. Но опять же, типа, что мне? Только если... Здравствуйте. Здравствуйте. В Таиланде. Какой-то лев, кто? Тут снимать, кстати, наверное, нельзя. Я вас в карман положу, вы не против? 2 года видос сделал. Вот, кружок из Кореи, походу. Или с балкона, я не понимаю, если честно. Просить сразу поставить По-моему, в Корее вайп такой же был. Или в лайк на Таиланде. продвижение. Если Вы вдруг поняли. видос кажется говном, то... Ой. Где? Есть. Подпишитесь, посмотрите. скажется говном, то берете лайк. Уважение. Можно варить, а из какао-бобов можно делать шоколад. Выбрал именно эти культуры, так как они растут на стартовой планете, Нормально. плюс Не для самое того. важное, что они не портятся до момента их готовки. Это и будет основой нашего рациона на протяжении всего пути. Да, кстати, забыл сказать, что все это мы будем делать в хардкоре, так что если мы умрем, то все придется начинать заново. Ну, почти заново, но об этом чуть позже. Решить цепочку квестов, а именно найти данж и одолеть умом первого босса, пройти сквозь Умом. древние врата и открыть аванпост. Это что-то вроде базы, где берутся все основные и сайд-квесты. И я умер. Забыл сказать, что все это мы будем делать в хардкоре. Ой, дурак. Забыл вас познакомить. Знакомьтесь, это Гриффит, первая и далеко не последняя жертва моего тупейшего плана, тупейшего замысла. Skill issue. Старбаундера может убить только гравитация, если что. Я на себе знаю. Я не умирал в этой игре ни от чего, кроме как от падений. Только падал постоянно в какие-то дыры бесконечные. Но об этом тоже чуть позже. Следующие несколько часов я восстанавливал утерянный прогресс и даже смог подготовиться к первой миссии. Сделал броню, нашел неплохое копье. Игра началась официально, обучение закончилось. Охуенно. А вселенную, кстати, ресетнутую запустил. Это прям нормально. Ну, никто не понял, что я сказал, но тот, кто понял, тот понял. Вселенная ресетнутая была. Я решил высадиться на планету тиром повыше, так как там руда получше, и спустился вновь в шахту, дабы накопать всякого, дабы повысить выживаемость. Ну, человек не может повторить одну ошибку дважды. Второй раз это уже не ошибка, это Это лучший сезон Фортнайта был. Вот этот. выбор. Или кота-призраки! Мне пизда, мне пизда, мне пизда, мне пизда. Мне пизда, но я не хочу! Skill issue. Вот это кайфово сделано очень.
Это прям... На третий забег я решил не Ультра-вайбовый соваться под момент. землю без причины. Холод лютый, потом наоборот лава и жарко. Я в лава, я жарко. Быстренько еще расскажу про мувмент. Здесь он сделан посредством технологии Movement. для головы и тела. Он этот кусок сценария, походу, во время игры в Apex записывал. Movement в Starbound, гайд на Movement, How to became Movement Pro, God, Pro Tips, Starbound, MLG, Spike Sphere. Человек не может повторить одну ошибку трижды, это уже не человек, это долб... Ну, кстати, было бы неплохо, если бы я третий раз Человек не умер под может землей, повторить но в ошибку итоге за 6 трижды. часов не Я, на этом кстати, персонаже, но забыл вовремя. Мой килл-каунтер в конце челленджа составил... Человек не может повторить ошибку 7 раз, верно? Это, блядь, кто нахуй? Захилить раны после битвы с мобами, я превратился в кашу. Мне кажется, или он упал здесь? Что-то я не вижу врагов. И создал... Вот это прикольно сделано. Еще своей третьей попыткой я зашел намного дальше, поэтому Вот это. я просто продолжил пытаться и создал нового персонажа. Вот такой чел. Да. Полненный гриндом высочайшего качества. Гринд прошел успешно, и уже на ближайшем стриме я смог прикоснуться к следующему этапу. Во-во-во, а именно видали к выбору Чатерса? планеты. Так, газовый Вон он гигант. сидит, Газовый гигант. Полночь, подглядывает. газовый гигант. И уже ранее, играя за каску, я наткнулся на безжизненный тип планеты. Я рад. Спойлеры! Нажал на клавиатуру. Несколько часов были наполнены Ручки гриндом убрал, высочайшего качества. Больше не Гринд буду. прошел успешно, и уже на ближайшем стриме Я газовый гигант. Пожалуйста, плюсики в чат. Изначально я хотел найти максимально безопасный и менее наркозатратный Так у меня вариант, только и уже к ранее, пробелу играя будет за пальчик каску, я тянулся. наткнулся на безжизненный тип. На Вики, кстати, было указано, что есть планеты и поменьше, но за 2 часа поисков я так и не смог найти этому подтверждение. В итоге уже на постпродакшене, когда я написал сценарий, я перечитал эту статью, и буквально в первом предложении там говорится, что планеты типа Very Small, они приходятся только на Луны. Мораль думайте сами. Мораль, если бы он выкопал Луну, я бы ему написал, что это не планета, переделывай. Думайте. Подписаться на него. Анализируйте. После небольшого исследования наступило то самое, зачем мы тут с вами собрались. Манипулятор вкачан, планета найдена, пора копать, пора копать, пора. Задача первого дня копания была Нормально. проста. Сравнять поверхность. Если в первый день сносить горы было хоть как-то увлекательно, то теперь же я быстро осознал, что копать планету это очень скучно. Это скучно! Ой, Евгений уснул. Ой, а что-то Евгений заскучал. Он спит, Евгений спит. Я не понимаю. Мне надо будет как-то это все переделывать. Код писать или что надо подумать. 3. На тот момент я принялся жестко думать, жестко анализировать, как нам ускорить этот процесс, как заставить эти блоки копаться быстрее. Первые мысли не заставили себя долго ждать. Я подумал о том, есть ли инструменты помощнее манипулятора. До этого в своих траях я собирал кирки. С его помощью можно быстро копать. Это мне надо, кстати. Это мне пригодится в выкапывании планеты. Но по итогу толку от них немного. Прокачанный манипулятор лучше любой кирки. Также в игре есть дрели. Алмазная дрель быстрее, но копает она только 2 на 2 против 5 на 5 нашего манипулятора. То же самое с шахтерским лазером мехи. Да, в игре есть мехи, но давайте, оно нам не надо. Просто Если что, это был бы самый быстрый ванильный способ срубить планету. Я когда свою инфу искал, я много чего в игре потестил, это был бы самый быстрый способ ванильно плюс макрос снести планету. Я вот уверен в этом на 96%. Потому что еще 4 это, этот самый быстрый бы ванильный способ был. Но, типа, я мех за игру ни разу не собрал. Нормально. Это ушло бы еще, столько же времени, мне кажется, чтобы найти эти 2 бура на мех. Плюс в этом, типа, вверх нужно поднимать на корабль, там, спускаться по КД. Короче, да, запар есть, но он хороший. На самом деле. есть, не работает. Все, дальше. Я когда это нашел, у меня мысль проскочила. Так, про мехов я ему говорить не буду. Я ему не сказал.
Это потому что было через полгода, месяцев 9 после того, как он все отснял. Так думаю, ну, блять, ладно, уже что выкопано, то, ну, назад не засыпать. Ничего, если что, в следующем году я ему там еще одну идею подкину. Может быть, ну, пусть... Один человек уже делал, пусть он повторит тоже. Ну, мы ему не скажем, разумеется. Вот. Ну, надо там еще будет сказать ему, чтобы, ну, масштабирование какое-то произвести, правильно? Чтобы, если здесь он потратил 200 часов, чтобы там он потратил 300, 400. Чтобы мы видос 6 лет ждали. Не дождались, скорее всего. Ладно. Небольшой офф-топ. Не люблю ачивменты, которые забирают твое время и никак не скиллозависимы. Убей 1000 мобов, поиграй в игру 1000 часов, пройти босса 10 раз. То есть они просто убивают частичку Выиграть твоей 777 души. рублей. Поэтому, если, к примеру, у меня стоит цель пройти игру на 100%, но камнем преткновения... А что если я хочу пройти Divinity на доблесте с... Ни разу не играв в Divinity, это станет моим камнем преткновения? Это станет проблемой? Ну... Ладно. Встает какой-нибудь вот этих вот ребят. Все максимально нативно, как и реклама, которая могла бы тут быть, но ее здесь нет. Поэтому расскажу вам про то, что у меня есть Discord-канал, в Реклама. котором мы общаемся и играем вместе. В частности, на стримах. Подписывайтесь. После выхода видоса был один стрим. Думайте. Возможно, прямо сейчас идет стрим, поэтому проверьте. Не идет. Не Передайте мне идет. привет, мне будет. Не Передайте мне идет. привет, мне будет. Ну, вас и тут, и там показывают. Приятно, спасибо. Моей задачей было сделать мод таким образом, чтобы он выглядел максимально естественно и сбалансированно, будто он изначально был в игре, потому что мне реально казалось, что он был в игре. Опа. Опа, смотрите, видно, Приятно, прям спасибо. видно, Моей как задачей сценарий Задача читает. было сделать мод таким образом, чтобы он выглядел максимально естественно. Вот он просил фидбэк, вот. Видно, как ты сценарий читаешь. Вот тебе фидбэк. И сбалансировано, будто он изначально был в игре, потому что мне реально казалось, что он был в игре. Кстати, это реально выглядит так. А ведь за 2 года он мог бы этот сценарий и выучить. Блять, просто сидит тролль, значит, зеленый тролль. И жестко троллит. Ну, 2 года спрашивал, где видос, вместе со всем чатом Твича, блядь. Видос вышел, прошло 4 дня, и он вернулся к своим тролльским делам и начал снова троллить. У меня есть идеальное решение. Оп. Там не за мной не отвлекаемся, видно, ребята, там слушаем Subway Surf. внимательно. Половина пути пройдена, следующая половина тоже немаловажна. Проблема лишь в том, что мои 100 динамита закончились очень быстро, а результата было неужто чтобы и много. Нужно было больше динамита. Я провел математические подсчеты, и они мне дали цифру около 12 тысяч штук. Нужны были деньги, много денег. А также мне нужна была помощь. Поэтому я разослал предложение о найме на работу, и мне удалось заполучить аж 2 сотрудников. В процессе Вон, видали? Вот, это я. компании мы пытались придумать, как заработать миллионы с гарантией и без вложений. Тем временем не обошлось без инцидентов, не обходилось без смертей. А чё у меня экран черный? Да так, что аж один из сотрудников не выдержал и уволился в тот же день. Я пойду. Куда? Да. Также было решено заселить на планету Фрога, на Merci. котором будем покупать динамит по самой выгодной цене. Их можно найти на Вот когда позвал друга Минмаксера играть в игру, он сидит. Нам нужно жителя. А у жителей же есть рейндж, этот. Ну, короче, да. Цены разные у них. Надо напрокать самого выгодного. Сколько? 40 минут я сидел. Искал, выдрачивал. Самого дешевого фрога. болотах, но Нормально. мы решили заиметь своего собственного, так как с помощью системы тенантов можно заролить цену на динамит до приближенно максимально выгодной. У Лейса появилась идея толкать топливо. Вот
Вот это? цену на динамит до приближенно максимально выгодной. У Лейса появилась Вот это. Стрём. Лютый. идея толкать Вот это лютый стрём. Вот что он сделал с моей девочкой. Что ты сделал с моей девочкой? топливо, Надо было меня попросить, я бы ее дорисовал. так как это единственная жидкость, которая стоит хоть что-то сама по себе. Надо... Сколько это топливо стоит? Ну-ка. Сколько нам нужно динамита? А динамита, ну смотри, слоев осталось где-то 120. По 100 динамита, это 12 тысяч динамита нужно. 12 тысяч динамита, которые стоят у нас по Что 100... с ней? Что с ней? Что с ней? Почему? Что? Надел на нее хуй пойми что. 36. Это лимон 632 тысячи нужно, которые мы умножаем на 5. Математика. Получаем 8 миллионов 160 тысяч жидкого эрчевого топлива нужно, чтобы это все сделать. Также это единственная жидкость, которую можно разбавить водой, и вода превратится Но я его уже душил, что это не единственное. Ладно. в эту жидкость. Поэтому в интернете мы нашли гайд, как можно ее дюпать. И мне это, кстати, напомнило генератор булыжника из Майнкрафта. Сколько будет бутылки? Они долго делаются? 1000 стекла. Это долго будет? Да хуища. Я пошел 1000 стекла делать. Я могу за тебя 1000. А, давай. Раз, два, три. 3000. Так, еще из них сделаю эти бутылки. И воду можешь Два. еще залить. Меня зависло. Блять, ёба. Но я не учел. А вот теперь, как бы, есть смысл подумать над тем, чтобы можно было написать мод не на динамит, а на стак банок в 1000. И ускорить прогресс в 4 раза. Того, Два. что вода не стакается. Так что мы остановились на идее Лесика и начали строить завод. Выбрали океаническую планету, поставили телепорт Он решил строить и завод. начали сооружать огромный набор. Он станет инженером. Так, ты хочешь потестить? Угу. Блять. Очередная смерть на пути к нашей цели. Самое обидное, что после смерти хочешь ты этого. Я люблю хардкор, кстати, если что, ну если кто не понял. Блять. Блять. А как ты умер? Я на песок упал. Я люблю хардкор. Далее мы решили приукрасить наш завод. Нам сильно повезло. Мы наткнулись на такую щедрую, просто невероятно щедрое поселение, которое предоставило нам все нужные материалы для апгрейда нашего завода. Вот. В процессе, кстати, принятия подарка от этих щедрых поселенцев мы каким-то образом умудрились потерять рабочего. У них тут Райан Гослинг. Того, да, который ранее увольнялся, он вернулся. В итоге, после возвращения, переродившись в 4-й раз, он лишний раз подумал и ушел снова. Теперь уже навсегда. Ладно. Это... Пока. Но в то же время с новыми Не материалами сори. завод начал походить. Не, просто у них там есть один выступ в один блок, на который это все сливается из из лунок. Так, о чем ты? У меня там, кстати, Моя тоже на один блок не идеально возможность вышло. выражать Вот. мысли. Иди сюда. Умение мое. У мужиков здесь из бассейнов падает вот на этот блок. Вот на этот блок. Я умер. Посмотрел, Yes. забайтил. А пробелов у тебя не было. Нет, я потратил. Бля. Ты держался Синхронизация. достойно. Нам нужно было выходить за рамки этого гайда, и нужно было экспансировать все это, не знаю, правильное слово. Нужно было развивать, короче, завод. Но чем больше Есть какое-то умное слово. Сейчас я его вспомню. Масштабировать. Масштабировать производство. становилось этих механизмов, тем меньше росла эффективность. Тем не менее, она выросла вдвое. 500 рублей в минуту или 30 тысяч пикселей в час. А это уже похоже на то, если бы вы просто играли, исследовали планеты, собирали весь лут, продавали его и так далее. Но в нашем случае мы просто стоим в АФК и добываем топливо. Просто иногда Общение кормя себя. понятно. Здорово. Мы видос смотрим. Ты стал участником социального эксперимента. Поздравляю.
без ложечки, все. Также на поверхности мы соорудили небольшой склад для всех наших вещей, будущих работников, либо на продажу, если вдруг нам не хватит динамита. Я желал большего, и мне пришла в голову Он не рассказал. Я сейчас понял, что он за видос не рассказал, что мы, короче, короче, я дойду до конца и расскажу. идею сродить до что-то завода. вроде воронки, чтобы жидкость Ща. быстрее стекала по ее стенкам и, Я не соответственно, забуду. быстрее оказалась в зоне действия моего манипулятора. Как там у этого железного человека было? Тест 23.35. Проверка работоспособности. Let's go. В итоге третья и финальная версия завода стала эффективнее еще в 2 раза. В это время я уже осознавал, что близок к потолку возможного, поэтому решил уже начать добывать топливо. И следующие мои несколько дней выглядели примерно вот так. Тут уже дело было за малым, параллельно потреблению видео. Вообще, у меня потом-то сутки стоял, добывал топливо. Подвиг достойный уважения, там где-то на ютубе 2 12-часовых стрима лежит нон-стоп подряд. Короче, как вот это можно было улучшить? Значит, нужно было поставить выделенный сервер, загнать на него 4 твинка на одну сторону, 4 твинка на вторую сторону. Значит, твинки стоят, грузят завод, движок игры все это обрабатывает на выделенке, которая full занята только сервером. Производительность у тебя у завода не падает, потому что твинки прогружают каждую лунку, каждая лунка рендерится и профит. Вот, в теории это так работает. Вода, кстати, примешивалась к топливу там, где не загружалось топливо. Ну, в плане... Вот если тип с прогрузкой вот такой на квадратик стоял, то вот здесь вода образовалась, потому что вот это топливо ничего не грузило, оно не смешивалось. Оно, вот, оно как здесь водой оказывалось, оно так сюда водой падало. Типа не прогруженный. А внизу уже подгружалось как вода, и оно там с водой свежее. Короче, движок игры однопоточный. Говно, короче. Контента в интернете, я следил за голодом персонажа и грузил топливо в отсеке для его хранения. Основную же работу делал Макрос. Неистово жал ЛКМ вместо меня. Ребят, всем доброе утро. На часах ровно 9. Самое время идти на работу. Спускаемся вниз. Вот, значит. Станция по добыче нефти называлась Big Boy Абу-Даби. Это такие офф-топ хайлайты, которые, ну, полезная и не очень инфа, которую нигде, кроме как здесь, ну, никто не услышит. Мое рабочее место. Вот тут склады. Я уже немножко Я просто как хранитель этой истории, я знаю все абсолютно, почти. Ну, кроме стадии монтажа, там 2 года ада производственного. Я понятия не имею, что там творилось. работал, и все из этих складов позаполнял, соответственно, топливом. Сегодня мы будем заполнять 7-й отсек. В общем, стандартная Ну да, нормально. смена на заводе у меня проходит именно таким образом. Стоим и добываем топливо. Как раз таки время поесть. Пройдем чуть-чуть направо. Тут у нас есть холодильник со свежими, холодненькими пончиками. Вот так вот. Всего процесс добывания топлива продлился 3 дня. Со сменами примерно по 6-8 часов. А на 3-й день он ультанул. Ура, последняя смена на заводе. Ждем, печатаем деньги буквально. Нам удалось выручить 1 840 000 пикселей. Также мы решили найти информацию о количестве. Нам не хватило. Помните вот этот склад? Где? Где? Где склад? Я слепой? Где? Где склад, который мы... Где склад? Я шиз? Тут же был склад. Где он? Где мой склад? Где мои акулы, которые на этом складе чилили, флексили? Вот они. Мы соорудили небольшой склад для всех наших вещей, будущих работников, либо на продажу, если вдруг нам не хватит. Значит, вот это вот эти вот первые 2 склада были забиты ценнейшей снарягой, когда нам не хватило
2 миллионов пикселей. Мы продали это все на. Вообще тут не осталось, ну, по-моему, пара шмоток декоративных осталось. Мы все продали. Нам впритык хватило. С учетом того, что мы отсюда вот еще кучу пикселей вытащили. И мы решили сносить вертикальными слоями. Раз мы решили копать вертикально, мы построили лифт, который помогал нам выбираться с дна на поверхность, подышать не воздухом работал. и траву потрогать. Так, я вышел. Как кабину чисто сломать? Также мы довольно неэффективно использовали динамит, так что нам пришлось даже разбивать алмазы и найти руду в очистителе. Все, чтобы купить еще динамита. Ну вот. Также помимо моих неудач, смерть настигла и Лейсика. В файлах можно, короче, она. Блин, я в шарик залез. И потом еще пару раз настигла. Ты попробовал, Я ненавижу лаву, такой островок останется, Да да? ёб, Это я всегда. я Дайте ненавижу вечно. лаву, Такой островок останется, Да да? ёбаный рот, я не Эм, могу. а- Не смешно. А где ты умер? В дырке, В какой дырке, блядь? В дырке. в которой ты блядь, спускаешься. В общем, могу с точностью сказать, что усталость от продолжительного копания начала давать свои плоды. Это было тут весело. какой-то- Блять, я Нет, кирку выкинул. Блять, я упал. Как бы там сказали, Я хардкорный геймер, если. ну как бы Уже 20 лет мама Галя готовит курицу. За это время она варила, жарила, запекала, пропаривала, фаршировала, мариновала, шинковала. К концу у него я уже был немножко уставший, от этого менее эмоциональный, может быть. Под конец уже не было никакого экшена, и мы с Лейсиком просто добивали последние куски грязи. Поэтому вот вам невероятная реакция стримера, когда все это безумие подошло к Да. концу. ну слушай, Чисто я могу визуально. вот так Давай, чисто. давай. Не, я же не Оно- выкапывал столько, как он. Одно. На дне просто во мгле. Я ж чисто чуть покопал. Ну, я не знаю, я настолько устал, что даже эмоций нет особо, но я рад. Я чувствую опустошение. Да, блять, вот как это просто ты вот такой, да, все, блядь. Нормально. Я придумал, что надо сделать. Надо сделать режиссерскую версию на 1:30 расширенную. Там с начальными футажами, с еще чем-то. Не мне, ему. Режиссерскую версию сделать. У меня же нет исходников этих. Ладно. Да, по итогу все это Сколько путешествие... там было? 600 тысяч? 659. Это 6,5 миллионов. Ну еще бы мы выкопали сколько так планеток? Если это было 2, еще 3 планетки надо было Да, выкопать. по итогу Эпопея длиной в 2 года. Между прочим, стрима до сих пор нет. Где? А вы думаете?